вечер, приветик. Так, все, пошла запись. Приветик всем. Рада, ну, не могу сказать, что рада вас видеть, потому что я вас не вижу. Рада видеть ваши все ники, все названия ваших аккаунтов у меня тут в моем прямом эфире. Привет, какой летний солнечный образ. Спасибо большое. Сегодня у нас последний день наших прямых эфиров, нашего курса прямых эфиров, связанных с вязанием платья, связанных с вязанием, да. Поэтому сегодня будем подводить итоги. Вы будете мне писать о своих впечатлениях, так что можете прямо сейчас начинать писать ваши впечатления, кто участвовал, кто не участвовал в интенсиве, но тоже вязал платье, тоже можете писать свои впечатления. И под записью на ютубе, и сейчас здесь. Привет, наконец попала на начало эфира, а то на этой неделе все с середины смотрела. Поздравляю, Оля. Добрый вечер. Ой, я новенькая. Оксана, приветик. Вы первый раз? Круто. Вы вяжете, напишите что-нибудь. Да, у вас название про вязание. Напишите что-нибудь про себя. Интересно. Саша сегодня по-летнему вкусно выглядит. Спасибо. Ой, печалька, печалька, что, что последний эфир. Ничего, мы с вами придумаем вязать новенькое что-нибудь. Кардиган вы хотели. Я так немножко планирую его связать. Добрый вечер, Ольга. И думаю, что это не последняя наша встреча с вами, ну, вязальная. В любом случае, мне кажется, будем еще что-то вязать с вами. Сегодня я хочу показать несколько работ. Я вот пособирала тех девочек, те фотографии, которые уже, ну, или почти готовые, где уже можно, да, более-менее силуэт платья увидеть фотографии, или готовых абсолютно работ. Есть даже фотографии на девушках уже, и вот я вижу, вы все эти девушки, кого я буду сегодня показывать, ну, почти все здесь есть. Это круто. И я думаю, что это будет интересно не только вам, кто в интенсиве участвовал, потому что... Кто в Ой, я камеру на ютубе. Потому что те, кто в интенсиве участвовали, вы так в чате переписываетесь, вы видите работы друг друга. Интересно девочкам, кто вот смотрит нас на ютубе или кто смотрит в прямом эфире, но с нами не вязал, потому что не все выкладывают по хэштегам нашим свои работы. Я немножко повыпрашивала у вас разрешение, можно ли показать, так что буду показывать. Печально, что долго не увидимся. Очень быстро пролетит время, мне кажется, мы еще не успеем соскучиться. Вяжу, ага, это, ой, ага, ага, это пишет Оксана. Вяжу, смотрю вас в YouTube, хочу по вашим мастер-классам реглан связать, хотя умею, но думаю, что много чего нового узнаю. Спасибо вам за доверие, тем более, если вы умеете хорошо вязать и чувствуете себя уверенно. Для меня это еще больше радость, да, обучать того, ну не то, что обучать, давать советы тому, кто уже разбирается во всем. Вяжите, покажите потом результат. Впечатления только положительные, Светлана пишет. Прямые эфиры, интенсив и все остальное, такой заряд позитива, вдохновения. Спасибо вам. Очень жаль, что долго не будет прямых эфиров. Светлана, ну, у вас, кстати, очень красивое платье получается. Мне кажется, что вы, благодаря тому, что у вас продолжается работа, вы будете как бы еще внутри нашего вот этого вот настроения такого хорошего вариться, потому что кто работу закончил, уже начнут вязать что-то новое, а у вас как раз будет такое еще продолжение. Обязательно покажите мне потом, что получилось, у вас очень красиво. Это я смотрю, но не вяжу. О, отлично, отлично. Значит, вам как раз будет интересно, мне кажется. Я очень-очень рада, мое платье получилось таким, как я его видела, но я не думала, что получится настолько круто. Саша, ты просто мега-мозг, ты столькому меня научила, спасибо тебе еще раз. Женя, спасибо большое за крутой комментарий. Но я вам желаю хорошо отдохнуть, чтобы ваш отдых был незабываемым, чтобы ваш отъезд был легким. Спасибо большое, спасибо. Ну, я почему-то в этом уверена. Мне главное границу пересечь. Как правило, я переживаю из-за этого, тем более я одна я очень боюсь, а потом уже там будет все нормально. Я все выложила под хэштеги наши. Да, Оля, кстати, я видела, вернее, даже не я видела, Саша первый увидел и мне сказал, смотри, Оля в платье, и мы с ним смотрели. У меня пока фото нет хорошего для Инстаграма.
Ничего, как у вас будут появляться фотографии, выкладывайте. Ну что, 5 минуточек поговорили, давайте покажу тебе работы. Привет, Сашенька, вяжу вместе с вами. Ой, София, привет. Опять Оксана. Ваши таблички хочу перенять. Очень мне понравился этот момент, потому что начинаю вязать, не знаю, чем все закончится. Именно четкого плана мне не хватает. Вот, мне кажется, я как раз из разряда тех, кто в вязании любит четкий план, сразу все расчеты на 25 листов и таблички, поэтому как раз этому вы научитесь. Сашенька, девочки, вы все такие молодцы, все такие добрые, отзывчивые, только напишешь вайбер вопрос, так через минуту 100 советов. Да, это девочки молодцы, Оксана правильно пишет. Девочки молодцы, конечно, я не сразу отвечала в вайбере, что меня немножко, так знаете, гложет, но очень-очень-очень много сообщений реально в чате у нас в интенсиве, поэтому кто боится участвовать в следующих интенсивах, не бойтесь, у нас такая классная команда собралась, мне кажется, что многие девочки будут дальше участвовать, и у нас и в других наших чатах тоже будет такая же приятная атмосфера. Спасибо за комплимент, да, я буду продолжать, это Светлана пишет, и обязательно покажу, без вас не было бы и платья, как приятно. Всем привет, бегаю и смотрю эфир. Привет, Людмила. Я научилась очень многому, всегда считала, что по интернету не совсем смогу понять, как и что делать. А с вами это оказалось очень легко понятно, это потому что вы так круто объясняете. Спасибо, хотя, честно говоря, мне еще учиться и учиться, как правильно объяснять. Ну, буду постепенно. Вы знаете, я уже себя более уверенно стала чувствовать, когда я пишу какой-то план на прямой эфир, я понимаю, что у меня уже все более четко, чем было раньше. Я начала, Лала, по вашим мастер-классам, но пока не довязала, не вяжу совсем, но смотрю и наблюдаю. Спасибо большое. Мне таблички очень понравились, очень удобно. Ага. Я счастлива, что была с вами. Много новых знаний, навыков, секретов и целое платье в подарок. Одни ваши клеточки чего стоят. Спасибо большое. Вам тоже спасибо, Карина. Ага, София согласна с Натальей. Саша, можно показывать, покажу. Я все хочу дочитать до конца, а конца и края вашим комментариям нет. Вы очень многому меня научили, многое мне дали. Спасибо вам за это, вы невероятны. У меня нет слов, спасибо вам за это. Честно скажу, когда мне пишут такие комплименты, я даже не знаю, что отвечать. Писать спасибо, писать... ну, невероятное что-то я тоже не могу, потому что я не могу передать какими-то особыми словами то настроение, которое, знаете, внутри меня, когда вы мне это все пишете. Ну, серьезно, я просто читаю, и, ну, я не знаю, как вас отблагодарить, потому что, ну, реально вдохновение куча после ваших слов. В следующий раз я с вами, Оксана, с удовольствием. У меня тоже нет, но обещаю выложить. Сашенька просто умница, научила нас очень крутым фишечкам. Таблица просто мега крутая, очень переняла и буду пользоваться. Девочки просто все замечательные. У нас в интенсиве не было плохих девочек, все хорошие. Ой, привет, Сашенька и все. Ульяна, привет. Вот как раз тебе тоже сейчас покажу то, что навязали девочки. Мне очень понравилось вязать в компании девочек. Чат в рамках интенсива всех объединил. Такая компашка крутая. Рада была со всеми пообщаться, познакомиться и подружиться. Я тоже, вы знаете, этому рада. Сашенька, очень хорошо объясняешь, смотрела других вязальщиц, не смогла смотреть и выключила. Спасибо большое. Саша, ты талант. Спасибо, Катя. Мое платье, имею в виду, можно показывать. Я знаю, Яна. Честно скажу, вот Яна, я спросила у Яны, можно ли показать, она не ответила, но я все равно, все равно закинула сюда в Сашин телефон платье, потому что, ну, я не смогла Яна не показать, поэтому я решила без разрешения показывать. Саша никогда бы не решилась на платье без тебя. Большое спасибо. Ой, как приятно. Саша, давай нам домашнее задание для следующего проекта. Может, и я созрею на интенсив с вами. Зрей обязательно. Спасибо, моя невестка в полном восторге. Вау, круто, так приятно. Все, давайте буду показывать. И 10 минут читала ваши отзывы. Я не буду никакой порядок, то есть то, что я показываю, нет никакого порядка в этом. Я не показываю по порядку красоты или по порядку выполненности задания или по еще какому-то порядку. Вот просто как открывала в сообщение в Вайбере, так и сохраняла фотографии. То есть вы не думаете, что тут есть какая-то градация. Просто показываю вот абсолютно в хаотичном порядке. Первое платье, очень красивая фотография. Я сначала буду показывать в прямом эфире.
Лампы мои, да, отсвечивают? Вот. А потом буду показывать для "Ютуба". Это платье Елены. Смотрите, как красиво она разложила, просто вообще круто. Разложила, платье со свечами и с, сумочкой. Елена, ждёт малыша. Она вязала его на будущее, платье вязала на будущее, но она померила его, и у неё получилось его надеть на себя. Посмотрите, как хорошо выглядит. Даже на беременную девушку платье хорошо село, хотя вязалось оно в талию по всем вот правилам. Сейчас я еще покажу на другой модели. Вот тоже Елена мне прислала, вернее, не мне, она всем присылала фотографии. Можете посмотреть. Собираюсь отдыхать, плохо видно? Ну, я не могу лучше показать, серьезно. Я собираюсь отдыхать на неделю и прям в растерянности. Как же я без домашки? Что мне теперь делать? Отдыхайте, вот серьезно. Ну вот серьезно, в смысле, ложитесь прям, в горизонтальное положение и отдыхайте. Вот платье Елены на, модели. Я туда и туда показываю. Видно, да? Следующее платье Жени. Женя тут есть. Женя, еще раз тебе привет. У Жени платье еще нет еще красивых фотографий, но я выпросила показать фотографии с влажно-тепловой обработки. Буду сразу показывать вам, почему бы нет. Вот платье разложено, хорошо видно тоже, как силуэт вырисовывается женский. На ютубе тоже покажу. Вот видите вы издалека, это оно сохнет. Невероятно красивое, нежное платье, очень хорошо сидит. Да, это про Елену. Лена классно выглядит, мне понравился ее нынешний образ. Да, вот Женя есть. Вот еще одна фотография Женина. Платье до сшивания с длинными рукавчиками, но с открытым плечом. И сейчас покажу сейчас покажу Женю, потому что чуть дальше фотографии. Женю в этом платье. Она все-таки его успела сшить и нам показать. Хотя интенсив заканчивается... Вот, покажу. Хотя интенсив заканчивается в воскресенье, но вот я уже говорила, что те девушки, которые успели связать платье прямо вот сейчас, это 5 с плюсом вам всем, кто это сумел сделать. Вот так сидит платье на Жене, тоже очень видно, как красиво фигуру облегает. Да, Люба, сижу, сшиваю, как всегда, для Ксюши. Это общаются девочки, тоже сделать нужно хорошее фото, выложить. Выкладывайте, девочки, конечно. Я ж этого и жду, чтобы полюбоваться на вас. Так, дальше сейчас покажу, вперед. Пролистаю. Ага, следующее платье от Елены. Вот оно тоже еще сохнет. Здесь хорошо, кстати, видно выточки. Сейчас покажу на ютубе. Хорошо видно выточки, потому что в разложенном состоянии платье. И здесь по низу, если вы видите, очень прикольный рисуночек в дырочку. Сейчас я покажу на ютубе, лампы мои отсвечивают. Прикольный рисуночек в дырочку. Платье тоже получилось вообще уникальное. Цвет очень приятный, зеленый. Лена, молодец. Следующая у нас девочка, это Оля. Оля тоже тут здесь. Вот она прям пишет, я ее вижу. Ну, у Оли... Мне кажется, вообще все идеально, тут даже нечего говорить, потому что фотографии красивые получились, и платье видно вот во всей красе. Не нужно объяснять, что оно красивое, потому что видно на фото. Вот, посмотрите, какая она крутышка. Оля одна из первых связала платье, и сейчас еще покажу. Так, вот. И у нее ушло, сколько ты говоришь, 2,5 моточка, 250 граммов ушло. На ютубе тоже показываю. Вот такая Оля. Прикольно. Очень красиво. О, Оля тут. Класс, обожаю зеленый. Да, это про платье Елены. Дальше покажу платье Анны. Сейчас. Вот, хотела открыть сразу большой вариант. Платье Анны. У Анны вообще какое-то совершенно другое платье получилось. Не как у всех. Посмотрите, сейчас на ютубе покажу. Не как у всех, потому что у нее оно с полосочками, со вставками. Снизу здесь плохо у вас видно, но снизу здесь еще небольшие рюши есть. И, ну, посмотрите, да, получается как бы одна и та же схема расчетов, одна и та же, ну, грубо говоря, модель, но с небольшими изменениями.
И получилось вообще совершенно другое уникальное платье. Я помню, как мне Аня скидывала расчеты, тоже пятикилометровые. Мне очень нравился процесс ее работы. Она очень подробно все описывала. Вот эти все ширину этих полосочек тоже. Сейчас я покажу вот вблизи. Посмотрите, как круто. У нее абсолютно разноцветные полосочки получились. Это придумано Аней было. Да, снизу рюши. Интересное платье у Анны. Анна красивая, необычная, красивая. Спасибо, девочки. Вот еще издалека, смотрите. Аня мне сегодня написала, что пока сфотографировались, люди оборачивались. Мне кажется, ну реально красиво. Я люблю такие платья. Дальше у нас Оксана. О, Оксана, как раз ты здесь. У Оксаны тоже, да, посмотрите, опять же, одна и та же, ну, такая модель с некоторыми изменениями, но совершенно уже другой внешний вид. Потому что в каждом платье есть своя изюминка какая-то. Вот у Анны это несколько цветов. У Оксаны это рюши. Посмотрите, рюши какие прикольные. Вот была Оля, которую я показывала, у нее без лямочек платье, у нее открытый верх. У Елены я показывала зелененькое платье, снизу рисуночек тоже хороший. Первое платье, которое я показывала на беременной девочке, это там цвет и тоже узор другой. Ну, вообще совершенно разные. Вот Оксана наша, она с рюшей такой сверху платье. Тоже совсем другое. Смотрите, как красиво. Я любуюсь на ваши фотографии. Давайте я, наверное, немножко протру телефон, чтобы вам лучше было видно. Я люблю смотреть ваши работы, потому что, ну, они все разные. Серьезно. Одинаковых двух платьев пока я еще не видела. Вот. Так что можно по моим мастер-классам, которые вот у нас были, по моим прямым эфирам связать вот такое платье. Ну, конечно же, Оксана вот эти вот рюши, она сама рассчитывала и сама вязала. Затем Людмила. У Людмилы еще платье не закончено, но я тоже выпросила показать. Я хочу показать вам, как красиво села на ее фигуру. У нее рукавчик чуть удлиненный, как видите. Тоже совсем другой внешний вид из-за рукава. Сейчас на ютубе покажу. Цвет зеленый красивый. И реально видно, что работа выполнена хорошо, потому что платье сидит офигенно. Посмотрите. Ой, круто получилось, моя изюминка, плечики. Да, уже не изюминка, что рукав подлиннее и открытые плечики. И до конца, как у меня здесь, платье связано. Вот наша Людмила. Дальше, еще также выпросила у Насти показать платье. У нее не было красивой фотографии еще, потому что платье пока сохнет, но я все равно выпросила. Посмотрите, тоже хорошо проглядывается силуэт платья, нежно-розовый цвет. И у нее тут верх, получается, тоже есть, как на моем сейчас платье, то есть плечи не открытые, маленький рукавчик, тоже связано вот с помощью наших прямых эфиров, с помощью моих мастер-классов. Так, дальше Светлана. В Светлане мне очень нравится платье, потому что оно платье-майка, оно без рукавов, тоже совершенно другая модель получилась. И вот прикольно Светлана бусы повесила. Ну, прям все, готовые, мне кажется, готовый наряд на выход. Сейчас почитаю, что вы пишете. Какие все умнички, какая красота. Жалею, что я не с вами вязала. В следующий раз точно буду с вами вязать. Очень душевная у вас атмосфера, уютно очень. Саша, ты очень светлый человечек. Спасибо большое, Оксана. Приходите к нам, будем вместе вязать что-нибудь. Все платья разные, и все смогли по вашим... не понимаю слова, по вашим связать именно то, что они хотят. Вот именно это является показателем вашего мастерства. Спасибо большое. Мне реально приятно, что... Сейчас я скажу, знаете, такую еще пометку. Почему я много раз говорила, да, что я не люблю мастер-классы, когда набрать 20 петель, провязать вверх 30 рядов, убавить в каждом третьем ряду, закрыть петли. Ну, предположим, да, я не люблю такие мастер-классы, не люблю такие описания, потому что они не учат. Они учат вязать, но они не учат думать своей головой. И поэтому, когда я смотрю, вот девочки проводят мастер-классы, это тоже хорошо, это тоже надо. Я считаю, что вообще нужно с этого и начинать, когда просто человек рассказывает, сколько петель набрать, сколько рядов провязать.
Это тоже нужно, но после этого, после таких мастер-классов я прохожусь по хэштегу, бывает просто попадаю, и понимаю, что у всех просто разные цвета. А размеры, силуэт, модель, свитера или там другого изделия абсолютно одинаковые. Это все именно из-за того, что, нет такого широкого поля для деятельности, и шаг вправо, шаг влево все уже не приветствуется. А вот как раз в моем случае, как мечтала я, так и получилось, что я объяснила, систему расчетов, и девочки смогли каждая свою модель платья связать, придумать, и в итоге, ну, мне кажется, будут носить, я очень надеюсь. Девочки все молодцы, какие вы молодцы. Все девочки, очень красивые эксклюзивные платьюшки получились у вас, класс. Саша, всему этому научила нас ты, спасибо большое. Согласна, один мастер-класс, только разных платьев. Оксана с языка сняла, Саша, это ваше платье тоже. Спасибо, девочки. Правда, я правда признаю, что да, я считаю тоже, что это и моя часть работы, поэтому можно сказать, в какой-то степени это немножечко на 5% мое платье тоже. Вот у Людмилы платье мне очень понравилось. Я не знаю, увидите вы или нет, у нее посередине узор из косы. Сейчас я покажу на ютубе, может на ютубе будет лучше видно. Посерединке у нее узор из косы, что самое интересное, она тоже вязала платье с открытыми плечами, как у меня, но потом, когда надела, говорит, не мой фасон, поэтому она просто приподняла рукава наверх на плечи, и получился вот такой вариант с открытой красивой шеей, с декольте, но с закрытыми плечиками. Вот, поэтому второй вариант нашего платья, можно его носить и так. Вот у Натальи платье, оно у нее тоже только сохнет. Еще фотографии нет готовой, но посмотрите тоже, как хорошо прорисована талия. Оно прямое, юбка прямая, поэтому она не сужена к низу. Посередине тоже у нее узорчик, вот рукавчики сверху лежат. Платье будет тоже очень красивое. Цвет, кстати, очень красивый, такой какой-то голубо-сиреневый, ну супер. Да, вот, Людмила, это ваше было. Да, да. Ой, правильно, Саша, вы учите не просто вязать, а творить. Мгм. Именно так вы учите думать и понимать, как это в дальнейшем самой вязать. Именно это очень ценно и бесценно. Спасибо. Сашенька, какой же вы светлый, добрый и бескорыстный человечек. Спасибо за знания, которыми делитесь, девочки. Спасибо. Все очень классно получилось. Саша, ты кладезь информации. Оля, спасибо. Дальше покажу. Ты наше вдохновение. Блин, давайте дальше покажу, потом почитаю. Так, теперь Леся. Вот у Леси еще одно уникальное платье. Смотрите, сколько я показала, пока ни одного не повторилось. То есть два одинаковых не было. Даже не говоря о цвете, а даже о моделях, о форме платья. Вот у Леси, посмотрите, она прикольно здесь соединила два цвета. Плохо видно, у нее здесь посерединке полосочки из темного и светлого бирюзового. И сверху плечики она еще обвязала резинкой дополнительно. Сейчас я на ютубе покажу. Получилось тоже хорошо. Как бы так показать, чтобы было видно. Вот, у Леси тоже уникальное платье. Как видите, она его уже носит. Она связала его на 5 с плюсом очень быстро. И совершенно отлично оно на нее село. Дальше Карина. У Карины вот тоже платье-маечка, но оно другое. Опять же, не такое, как я вот предыдущее показывала. Тоже другое. Оно у нее с вырезом лодочкой. Посмотрите, висит на плечиках. Цвет очень красивый. И посмотрите, как хорошо тоже прорисована талия и бедра. На ютубе покажу. Вот. Это платье Карины. Я жду фотографию на модели. Очень хочу посмотреть. Вязать самой, как точно сказано, я теперь не боюсь связать такой какой-то свитерок или платье без описания из интернета. Это моя цель, девочки. На самом деле звездные вязальщицы Инстаграма брали бы бешеные тысячи за такой мастер-класс, а вы все бесплатно, да еще и по много раз на вопросы отвечаете, это редкость сейчас. Спасибо, девочки, я слышу это много раз, но я остаюсь на своей позиции, я хочу бесплатно раздавать свои знания. Саша лучшая из лучших, спасибо. Ой, вот Леся мне сердечко, в смысле
цветочки шлет. Сейчас я покажу дальше. Согласна с Оксаной 100%. Леся умничка. Спасибо, Сашенька, за все. Я с вами научилась многому, в том числе и вязать. Спасибо. Леся умница, крутое платье. Обязательно пришлю, босоножки же к нему купила. А, это Карина, я очень жду, потому что платье, вот прям, оно универсальное, но в то же время оно максимально элегантное. Его можно абсолютно с любым сочетать и любой стиль из него создавать одежды. Следующее платье у Светы, посмотрите, оно тоже другое совершенно, потому что у нее вырез вот такой глубокий, немножко с такими треугольными лямочками. Сейчас я покажу на ютубе. Сидит вообще отлично. Посмотрите, какие фигуры у всех девочек. Я иногда заглядывала в чат в Вайбере и читала, как девочки жаловались, ну как можно такое платье носить с моей не очень идеальной фигурой. Посмотрите, насколько у всех фигуры крутые. Мне кажется, что тут, ну, тут вы немножко не правы в том, что вы не можете носить такое платье. Вам это троекратно вернется. Ой, уже возвращается. Ваши слова, мне кажется, ваш добрый посыл ко мне, он очень мне помогает в жизни. Поэтому вы притягиваете таких же девочек добрых и бескорыстных. Да, я с этим согласна. Мне кажется, мне оно и притягивается. Леся, очень красивое платье. Леся очень запомнилась своим решением. Девочки, мы умнички, золотые ручки у всех. Дальше я покажу платье Натальи. Живот втянуть и попы назад, и все окей. Ну вот, как вариант. Не нужно сильно переживать, что там не идеальная какая-то фигура. Дальше я покажу кусочек Натальи. Наталья связала, кстати, у нас в интенсиве было очень много, ну и сейчас есть, интенсив продолжается до воскресенья, очень много Наташ. Ну, их, не знаю, штук 15, наверное. Ну, это очень много, потому что, мне кажется, Наташа не такое и часто встречающееся имя. Вот одна из Наташ. Я рассказывала недавно вам историю, что в день рождения ребенка у Наташи платье сгорело. Юбка сгорела, она связала юбку и начинала вязать вверх. Вот как раз юбка у нее попала куда-то под свечи. В общем, такими дырками все. И Наталья немножко погрустила, но не сильно совершенно. Она это все собрала в кучку, отрезала то, что не нужно, и дальше стала вязать вверх. Вверх она уже связала, молодец. Она связала его вот за секунду. Теперь она будет дальше продолжать вязать низ. Сейчас я покажу, я вот такая, знаете, немножко интригантка. Решила заинтриговать. Посмотрите, теперь наверх Натальи. Мне кажется, что это что-то из области фантастики, насколько красиво. Опять же, да, фигура, ну, я не знаю, Наталья жаловалась или нет, наверное, нет, но видела девочек в чате, которые жаловались на то, что не идеальная фигура. Посмотрите, как красиво у Наташи все. Она связала идеальные проймы, у нее здесь на груди выточки очень красивые, у нее все в талию. Фотография, мне кажется, достойна обложки какого-то журнала. Ну, серьезно, довязать юбку и платье будет вот такое. Тоже посмотрите, совершенно другой фасон получился из-за глубокого декольте. У всех такая красота, просто восхитительные платья, согласна. Спасибо, Саша, если бы не интенсив, так, если бы не интенсив и не связано в итоге платье, наверное, не начала бы собой заниматься. Платье померила и пошла себя в форму приводить. Супер, вот это вообще класс. Смотрите, уже пошла цепная реакция. Я уже начала скучать по прямым эфирам, я подсела на нашу Сашу. Ничего, 2 недели быстро пролетят. Я видела верх в Инстаграм, мне очень понравился верх. Да, я жду теперь низ. Второй низ этого платья. Люда вдохновитель. А ты жаловалась, Женя, да, что фигура не идеальная. Ну, я вот следом, кстати, опять идут твои фотографии. Я напомню, насколько у Жени не идеальная фигура. Посмотрите, как красиво. Мне кажется, идеально все. Не нужно ни о чем переживать. Обалдеть, сгорела юбка, Наташа продолжила вязать. Да, Света, да, молодец. Это очень, по-моему, героический поступок. Мне кажется, я бы на время хотя бы, но я бы это дело оставила и продолжила бы что-то другое вязать. Но нет, она собралась буквально, знаете, я сразу прочитала сообщение, так получилось, что не смогла сразу зайти. Вот, и
Зашла и читаю, вот у меня платье сгорело, вот фотографии. И буквально через, там, не знаю, какое-то время, не буду врать, ну, в этот же день Наташа пишет: все, я уже успокоилась, все нормально, вижу вверх, уже все хорошо. Ну, то есть это вот какое-то мгновение произошло, и все, и Наталья стала вязать дальше. Сашенька, милая, спасибо вам большое, вы так помогли мне, вы для меня большая поддержка, спасибо вам большое. Да, спасибо тоже. Мне кажется, вы тут среди нас один из больших самых героев, потому что перевязывали девочки юбки, серьезно. У кому-то узор не понравился, у кого-то плотность подгуляла, кто-то было такое, какую-то ошибку сделал, перевязывал. Но сгорело это, вы знаете, даже больше не по вашей вине, а вот просто чистая случайность. И это, мне кажется, еще обиднее, чем когда ты какую-то ошибку сделал, потому что и пряжа пропала. Наташа, вы герой, ждем платье целиком. Согласна, согласна, герой. Вот следующая Наталья, тоже хочу посмотреть. Опять посмотрите, совершенно новое платье, совершенно не похожее на другие, потому что мы имеем молочный верх и изумрудную юбочку. Оно тоже сохнет, вы видите, ниточки еще торчат. Но ничего, это все уберется, все будет идеально. Я влюблена, честно говоря, в это платье. Когда я видела, когда Наталья его вязала, когда она перешла на молочный цвет, я поняла, что это супер. Когда не однотонное платье, когда просто два цвета, но они абсолютно разные и по насыщенности, и по яркости. Темное, светлое, насыщенный цвет и приглушенный цвет. Вот немножко сблизи тоже. Посмотрите, как красиво все ровненько сделано. Вот тут видно выточки тоже хорошо. И здесь, посмотрите, дальше резиночку связала Наталья. Красивый у нее вырез тоже получился. Сейчас я на ютубе покажу. Вот. Это совершенно тоже уникальное платье получилось. И совершенно не похоже на другие. Хорошее цветовое решение, возьму на заметку. Да, вот как-то удивительно, да, молочный и изумрудный, никогда бы не подумала, насколько красиво они слились в одном платье. Вот спинка тоже еще есть, фотография спинки. Спасибо вам большое, если бы не вы, я бы не смогла, ой, не понимаю, начать перевязывать, да, но я не могла не собраться. Собраться. Я бы не смогла собраться и начать перевязывать. Но я могла не собраться, так как вы столько труда вложили в обучение. Не могла не собраться. Спасибо, девочки, за поддержку. Наталья, молодец вы. Очень красиво. Снова, да, следующее уникальное платье. Вот еще сблизи выточки. Мне девочки присылали детали своих работ. Я вот тоже хочу показать вам детали, чтобы которые девочки не вязали с нами платье, чтобы вы не видели, чем мы вообще занимались, что мы не просто так вязали прямоугольничек, да, и потом его сшивали, что у нас там сложные расчеты. Саша, спасибо, мое изумрудное. Вот, очень красиво. Что бы ни случилось, зачем грустить, если можно исправить, и зачем грустить, если исправить нельзя. Золотые слова, если честно. Но когда какая-то ситуация форс-мажорная, то сразу первые мысли, что ой, как обидно. Потом, спустя время, начинаешь думать, что, в принципе, ничего страшного. Вот платье Екатерины, оно тоже еще не закончено. Тоже еще будет верх, но я ее попросила во время влажно-тепловой обработки вам его показать. Опять же, посмотрите, как хорошо прорисована талия. Ну и, честно говоря, я вот сейчас так смотрю на платье, мне кажется, если его просто так оставить, оно тоже будет очень крутым. Узорчик здесь такой же, как у меня на платье, только полосочки гораздо длиннее. И получилось тоже новое, совершенно не похожее на другие платья. Девочки, интенсив, умнички, вы лучшие. Ой, спасибо, спасибо. Вот еще у Ольги я попросила тоже показать работу в процессе, потому что еще она не довязала, но у нее уже вот там вот совсем чуть-чуть осталось. Тоже насколько хорошо и аккуратно Ольга все это вывязывала. Она очень, знаете, очень усидчиво, очень точечно прописывала все расчеты. Она очень тщательно каждую петельку вязала. Она очень много задавала вопросов, что я люблю, потому что я люблю, когда вопросы задают. Это значит, что человек вникает. Вот посмотрите тоже, как у нее хорошо получилось. Вырез лодочкой,
проймы, талия и бедрышки. Все хорошо прорисовано, да, прорисовано с помощью спицы пряжи. Вот эти вот точечки вы не смотрите, это просто такие маркеры, их не будет потом в итоговом варианте, это просто помощь в процессе вязания. А сам силуэт, вот эти все штуки вы можете посмотреть. То есть те люди, которые сегодня смотрят эфир или запись на ютубе, вы понимаете, да, что уже есть вся информация у меня на YouTube-канале о том, как связать вот такую красоту. Так, буду сегодня на YouTube смотреть, чтобы еще раз все платья увидеть. Тут мне мелковато, но и правда, они все разные и обалденные. Я надеюсь, на YouTube что-то видно, потому что там качество похуже, мне кажется. Дальше покажу ту самую Яну, которая мне написала в начале эфира, что платье можно показывать. Яна еще одна у нас обладательница идеальной фигуры, и мне кажется, вот это платье, которое она связала, это четко для нее. Здравствуйте, надо было в интенсив записываться, а то только не связала. О, видите? А в интенсиве девочки уже связали целое платье, потому что сроки, домашние задания, все такое. Это не то, что сложные расчеты, это для меня математические гигантские расчеты, которые я пересчитываю не один раз. Но вы меня научили, это реально космос, считать, рассчитывать изделия. Спасибо. На самом деле это очень увлекательный процесс, я его очень люблю. Вот, я отметила тоже. Я всех девочек отмечаю, может быть, вам это будет видно. Кто захочет потом посмотреть в Инстаграме, можете на Ютубе нажать на паузу, запомнить и посмотреть. Платье не очень хорошо видно, фотография темная, но зато хорошо видно силуэт, видно изумрудный цвет, и фотография вообще очень атмосферная. Вот Яна тоже связала, и мне кажется, здесь изюминка ее платья, это как раз-таки ее фигура. Сейчас я покажу, вот, смотрите. Как раз-таки ее фигура, и на ней оно идеально сидит. Вот это платье нашло своего человека, да, или как сказать, свою фигуру. Сейчас я вставлю зарядку. Добрый вечер, Саша и девочки. Смотрела платье в группе Вайбере. Девочки такую красоту связали. Да, Марина, да. Эротичные маркеры. Оли, да-да-да. Саша, если у меня по реглану появятся вопросы, можно вам задавать и куда? Задавайте, конечно, в директ в Инстаграм. Пишите мне свои вопросы, я буду отвечать. Но не обещаю, что это будет быстро, потому что я уезжаю в отпуск. Посмотрите еще Яну. Реально красота. Очень атмосферные фотографии. Яна красотка. Молодец, Яна. Так, ну что, дальше покажу. У меня что-то тут немножко подвисает. У вас все нормально? Напишите, я немножко подожду. Если что, переключусь. У нас еще два платьишка осталось. Я одно платьишко без разрешения хочу показать. Сейчас, подождите, я тут запуталась. Все ли нормально, ничего ли не тормозит, потому что у меня немножко как будто притормаживает. Хочу последние два показать в нормальном качестве, чтобы вы все увидели. Напишите, пожалуйста, все ли хорошо. Не пишут девочки, но не отключаются, значит все хорошо. Ну давайте дальше покажу. Подвисает, да? У кого-то все хорошо, сейчас хорошо. Ну ладно, давайте продолжим. Все-таки покажу одним таким куском платья. Это платье, которое я сейчас покажу, я без разрешения его показываю. Ну, тут нету девушки на фотографии, поэтому подвисает. Ага. Ну, поэтому я надеюсь, что она не будет против. Просто тоже абсолютно уникальное платье получилось. Очень красивый узор, очень красивый цвет. И красиво вырисован силуэт платья. Вот, посмотрите. Оно светлое на светлом фоне, но я думаю, вы увидите. Оно связано из множества косичек маленьких, сейчас я на ютубе покажу, из множества маленьких косичек, и тоже посмотрите, как хорошо вырисовывается талия и бедра, верх тоже лодочкой, плюс-минус, да, ну, в общем, как у меня, видимо, немножко тормозит, но не зависает.
Это платье Нади. Я надеюсь, что Надя не будет меня ругать, что я показываю ее платье. Но я очень хотела его показать, потому что это тоже совершенно не похоже на вообще все остальные. Ну, у нас нету, реально нету двух похожих. Просто еще не все девочки довязали, и как бы итоговый вариант я еще не видела. Да, вот, Наталья тоже пишет, мне очень понравилось это платье. Я тоже его запомнила, и я жду, когда оно будет целиком готово. Хочу посмотреть фотографии. И последнее платье, опять же, Натальи, которая тоже здесь у нас есть, тоже еще в процессе вязания, но все равно хочу показать, потому что оно тоже очень хорошо выглядит. Вот, посмотрите, оно немножко темноватая фотография, но тоже видно красивый силуэт. Оно такое не длинное, как я понимаю. Вот, и цвет очень приятный, цвет какой-то такой грязно-серо-розовый. Я очень люблю этот оттенок. Вот, это тоже платье Натальи. Ну, в смысле, платье одно из Наталий. Это прекрасное платье, одно из моих любимых. Да, это про молочное платье вы пишете, я понимаю. Супер, очень женственное. Видела его в Инстаграме, очень замечательное. Очень красивое платье, Надя молодец. У Нади платье кажется очень воздушным, мне очень понравилось. Да, выделяется тем, что оно очень нежное. Потому что цвет, косички, пряжа, совершенно вот другая какая-то эмоция получается в итоге. Да, поэтому запоминается. Ну вот я показала все платья, на записи ничего не зависает, все нормально. Висит. Давайте переключимся, наверное, потому что не очень хорошее качество. Подключаются девочки потихоньку. Ну вот, я показала, там их штук 15, по-моему, показала штук 15 платьев тех девочек, кто уже или связал, или уже вот совсем чуть-чуть осталось. Остальные мне выкладывают фотографии процесса, но решила уже процессы не показывать, потому что хочется видеть вот абсолютно готовую работу, хотя бы, чтобы видно было верх и низ. Честно вам скажу, все остальные платья очень красивые, тоже разные узоры, разные цвета. Я помню красивое платье у Светланы, такое синее в ромбик. Я помню ярко-розовое платье. Я помню, наоборот, нежно-персиковое платье, еще одно. Какое там еще? Еще зеленые оттенки платьев тоже есть, тоже помню. В общем, если вот так сейчас сидеть вспоминать, то очень много разного всего. И жду, очень жду, когда девочки закончат, когда свяжут, чтобы я смогла еще раз полюбоваться, и чтобы вы тоже смогли посмотреть. Ну, я о том, чтобы девочки выложили под нашими хэштегами свои работы, чтобы просто остальные могли зайти и совершенно свободно посмотреть все работы. Поэтому особенно те, кого я сегодня показала, выложите, пожалуйста, свои платья. Я знаю, все девочки есть в Инстаграме, потому что все связывались со мной через Инстаграм. Я уверена, что у вас есть возможность сфотографировать и выложить. Очень хочется посмотреть, потому что платье это даже лучше, чем свитер, мне кажется, потому что это женственно. Все умницы, все красавицы. Саша, спасибо, что собрала нас всех. Спасибо большое. Синяя в ромбике мне тоже понравилась, хотела найти схемку. Ой, я вам скину, как раз я эту схемку порекомендовала. У нас есть в нашем закрытом профиле Инстаграм разные схемки подходящие для платья. Елена, напишите мне в директ, я вам скину. Просто вам лично скину эту схемку. Саша, меня очень интересует вопрос, что будет с нашим чатом, когда закончится интенсив. Вы можете дальше общаться, я ничего с ним не буду делать. Ну, точно я его удалять не буду, ну, как бы, какой смысл?
поэтому можете совершенно спокойно там продолжать общаться. Я знаю, что после таких интенсивов, ну или каких-то там, я не знаю, курсов, чего-то еще, удаляют чат, и девочки потом создают новый своими силами, чтобы там не потерять друг дружку. Я удалять ничего не буду. Мне кажется, даже с вами немножко пообщаюсь, если захочу. Ну, в смысле, если я зайду, если увижу, что я смогу вклиниться в разговор, потому что, как правило, у меня проблема, я читаю какую-то тему, я хочу о ней пообщаться, но я понимаю, что вы уже давно на другую тему общаетесь, и я точно не в тему напишу, что я хотела написать. Елена, схема платья в закрытой группе в Инстаграме. Да, я скину вам, Елена. Обязательно выложу. Только, Елена, напишите, потому что я не запомню. Обязательно выложу. Света пишет, вот совпадет выходной, солнце и наличие фотографа. Обязательно выкладывай, Света. Очень красивое платье. Я помню. Когда девочки скидывали образцы, я не запоминала, у кого что, очень тяжело, потому что, ну, как бы такие квадратики. Когда уже одето платье, когда уже видно полностью работу, когда цвет видно, то я уже хорошо запоминаю, у кого какое платье, поэтому очень жду платье на вас, кто не скинул еще на себе. Сашенька, очень приятно, что помнит мое платье, обязательно выложу готовое под хэштегами. Ну да. Не, я не буду удалять чай, Женя переживает. Нет. Ой, чай, что я сказала? Чат не буду удалять. Ну, давайте я так немножко капельку наперед расскажу. Я и пока точно не могу сказать, но мне кажется, что это все-таки случится. Мы в августе будем вязать кардиган. Скорее всего, если у меня есть такая цель, что это у меня опять телефон улетел. Если у меня есть такая цель, то, мне кажется, буду ее воплощать в жизнь. Будем вязать с вами кардиган английской резинкой, скорее всего. Я возьму в отпуск пряжу, постараюсь там его связать. Пряжу можете покупать абсолютно любую, какую хотите, хлопок, шерсть, полушерсть, меринос, какую-то пушистую мохер. Очень хорошо смотрится в английской резинке. Какой будет фасон, еще не уверена. У меня есть в голове один фасон, я надеюсь, что у меня получится красивое платье, я воплощу этот фасон в жизнь. Будем вязать, тут тоже будет следующий интенсив. Точно так же буду бесплатно все записи эфиров выкладывать на YouTube. Можете вязать со мной в интенсиве, проверяя домашние задания, общаясь с девочками и получая, ну, какие-то советы, да, либо можете вязать абсолютно бесплатно, сами себе, глядя повторы прямых эфиров или сами прямые эфиры на YouTube или в Инстаграме. В общем, у нас тут две такие ветки, или вы сами, или вы укладываетесь в сроки. Я, честно говоря, не знаю, сколько времени уйдет на интенсив, 3 недели это будет или 2 недели, потому что, в принципе, кардиган все-таки побыстрее вяжется. Хотя я сама его свяжу, посмотрю, что там и как, и примерно прикину, сколько нам нужно будет времени. Кардиган может быть на осень, может быть на лето, может быть на суровую зиму, смотря какую пряжу вы выберете. Я буду вязать из пряжи вот такой, даже из этого цвета я уже решила. Я же уже вяжу его, я скидывала его. Ну как вяжу, я связала вот так, и он у меня лежит. Скидывала и фотографию в Инстаграме. Вот, пряжа у меня такая, Лизе Cotton Gold, это хлопок с акрилом. Вот из такого цвета я буду вязать. Первый свой в интенсиве, наверное, буду другой вязать. Абсолютно любой может быть. На осень, на зиму, на лето. Так. Ой, ура, ура! Сейчас я дальше почитаю. Чат живет своей жизнью, там такая атмосфера. Пусть живет. Пусть живет. Супер, посмотрела все платья. Девочки, вы все искусницы. А все благодаря твоей науке, Саша. А я срочно побежала спать, иначе завтра буду похожа на рыбку телескопика. Всем спокойной ночи. Спокойной ночи, Екатерина. Саша делится планами, кардиган, ура, ура. О, уже купила пряжу, отлично. Ой, у меня уже есть, Ульяна, ты тоже будешь с нами в интенсиве, серьезно, или ты будешь с нами вязать по прямым эфирам?
Я вижу платье не с вами, а сама по себе. Оно такое классное, с косыми жгутами, с открытыми плечами, косые раны. Я кайфую от процесса результата. Аня, выкладывай фотографии процесса под нашими хэштегами. Вяжем с Краснобаевой летнее платье. Саша нас плохому не научит. Пожалуйста, выкладывайте все свои работы, потому что я, ну, не только для тех, кто заходит и хочет посмотреть, а еще и для себя, потому что я, когда захожу, листаю, я смотрю, и меня радуется душа. Ну, серьезно, поставить хэштег, 2 хэштега, ну, это совсем не сложно, зато сколько будет радости и сколько будет интереса благодаря вам. Ура, кардиган очень здорово. Длина, не длинная, это вы решаете. Длина — это ваше абсолютно дело. Длина рукава, длина кардигана, состав пряжи, цвет — абсолютно ваше дело. Я лишь даю фасон и даю, как обычно, систему расчетов, и все. Хочу связать его регланом снизу вверх, то есть немножко тут сделать скос, и потом, знаете, в чем дело? Без швов. То есть связать отдельно низ основной части, отдельно 2 рукава до подмышек. Потом это все соединить на спице и постепенно, делая убавки, связать его до конца. Мохер, никогда не вязала мохер. Но он в глаза лезть будет. Да, из мохера можно. Я хочу в интенсив, хоть и работа, и школа, уроки вечерами, но очень хочу. Это в августе будет, мне кажется, уроков еще не будет. Добрый вечер, я тоже буду вязать кардиган с вами. Ой, ура! Я очень рада, серьезно, Ирина, очень рада. Да, у меня тоже уже куплена пряжа, буду с вами вязать карди. Посмотрим, мне английская резинка нравится, и крючком один узорчик. О, Ульяна, можешь крючком просто параллельно с нами вязать? Платье обалденное у меня получается, цвет потрясающий, называется гвоздика. О, интересно. Ну все, рассказала я вам, 50 минут прошло. Сначала свяжу его я сама, если я его, ну, я его не успею точно связать во время отпуска, но это 100%. Сколько бы раз я не брала пряжу с собой куда-то, ну, я вот так вот провязываю все, ну, некогда просто. Но все равно беру, потому что в поезде, например, нужно что-то делать. Или бывают такие времена, когда кого-то ждешь, или где-то сидишь вечером, хочется чем-то заняться. Поэтому все-таки для пару рядочков все равно буду брать пряжу. Может быть, после приезда я приеду и свяжу его, мне, может, там неделька понадобится, тогда, может, с середины августа где-то мы начнем его вязать. Ну, я еще не знаю, серьезно. Не люблю планировать, чтобы потом наобещать и не выполнить. Мне нравится реглан снизу, хорошо. Если в августе, то точно с вами. В августе это точно. Я не знаю, вот в какой части августа. Надеюсь, отвяжу все шляпы и пледу к этому времени. Есть 2 недели, Ульяна, как минимум. На английскую резинке пряжа уходит больше, чем обычно. Да, да. Но мы будем вязать его достаточно рыхло, чтобы он не был слишком плотным. Мне кажется, так английская резинка выглядит более выигрышно. Но это я уже сильно вперед забегаю, я просто так немножечко вам рассказала, чтобы у вас было время как раз подготовиться, продумать, кому вы хотите связать, хотя бы какой цвет, какой состав, и может быть уже там к августу вы смогли купить пряжу. Я не вязала реглан снизу. Женя, у меня есть видео, ну, я думаю, ты знаешь, у меня есть видео на ютубе про вязание свитера снизу вверх регланом со швами. А теперь я хочу рассказать снизу вверх вот с помощью кардигана, без швов, когда мы набираем вот тут все петли на спице и вяжем вверх до нашего воротничка. У меня 16 мотков джинса. Ой, я свяжу свой и узнаю, сколько у меня ушло. Как рассчитать, сколько пряжи купить? Никак. Ну, в смысле, это только на глаз. Примерно прикидывайте, что на взрослого человека на одно изделие такое в среднем уходит 500 граммов пряжи. Вот если вы худенькая, вам 400 может хватить. Если вы чуть большего размера, чем худенькая, тогда вам нужно больше пряжи. Если вы на мужчину вяжете, то плюс 200 грамм еще нужно будет добавить. Если вы хотите широкий кардиган, тоже добавляйте плюс 100-200 граммов. Если вы хотите что-то вот совсем маленькое, такое вот коротенькое, то наоборот отнимайте. Вот 500 берете среднее и думаете, нанизываете на эти 500, или отнимаете какое-то количество
которая подходит для вашей модели. Как раз научусь вязать реглан снизу, его все никак не могу освоить. Ой, да там все так же легко, как и в платье. Никогда не вязала реглан, очень интересно. Саша, как думаешь, пряжа меринос плюс кашемир 200 метров 50 грамм, слишком тонкая на кардиган? Да, мне кажется, надо в 2 нити вязать. В одну это будет хорошо, кстати, почему бы нет? Это будет такой, знаете, Светлана, такой воздушный, какой-то как облачко, такой вот накинул и пошел, легкий-легкий кардиган. Или если вы хотите что-то поплотнее, тогда в 2 нити. Да, знаю, очень классный свитер, спасибо. Снизу не вязала реглан, сейчас вяжу кардиган сверху. Реглан, вот реглан снизу со швами вязала, а вот без швов не вязала. Надо же как-то разнообразить, правильно? Мы же не можем постоянно вязать реглан сверху или постоянно вязать платье по кругу или там кофточку теперь по кругу, а давайте теперь юбочку по кругу свяжем. Ну все, мы это уже прошли, нам нужно что-то новое. Вот я придумала такой кардиган. А осенью уже, может быть, там в октябре будем вязать свитер полноценный с проймами, сакатом, буду все это рассказывать. Морально готовлюсь, потому что много надо будет теоретического рассказывать. Девочки, все такие молодцы, была все это время с вами, но не могла написать, делала маникюр. Как мне нравятся все платья, особенно Надина, Янина и Женина. Спасибо, Лена, у тебя тоже очень красивое платье, и оно очень тоже нравится многим. Саша, какой номер цвета у вас для кардигана? Похож на тот, что у меня на платье. 21. 21 цвет. Леночка, спасибо, а мне твой мужик очень нравится. Это-то 9. А я это прочитала. Женя молодец. Оказывается, не мужик, а пузик. Это Женя, в общем, короче, прокололась немножко. Спасибо, Саша, за ответ. Пряжа бобинная, в ней 600 метров 50 грамм. Я в 3 нити хотела вязать, поэтому и получится 200 на 50. А, поняла. Ну, мне кажется, тогда не стоит вязать в 5, это уже будет слишком много. Вяжите, он будет такой воздушный, легкий и вот, ну вот какой-то такой роскошный. Вот мне такое слово приходит. Мужик, пузик. Все смеются, реально все смеются, смайлики. Смайлики смешные присылают. Точно, и у меня 21. Я в него влюблена, для Лала заказывала. Да, ну, кстати, вот 21 в Lana Gold 800, он немножко другой, он чуть более серый, а здесь он немножко с голубинкой, и мне очень понравился этот оттенок. Я вот давно хотела себе, кстати, платье себе такое хотела, именно такого цвета, но вот в моей пряже не было такого оттенка у меня в наличии. Не знаю, может быть, есть такой оттенок, но у меня его нет. Поэтому я решила, почему бы кардиган такого цвета не связать. Вот как раз у меня он был. Я на него так давно смотрела. Но я не специально. Да-да, Женя не специально. Все мы знаем, все ты специально. Прикрылась пузиком, а на самом деле имела в виду мужика. Какая-то пряжа, это Alize Cotton Gold. Я покажу на ютубе, потому что подсвечивает. Alize Cotton Gold. Все, 57 минут, будем прощаться. Девочки, интенсив у нас до воскресенья. До воскресенья можете вообще совершенно спокойно мне все скидывать, показывать. Я буду каждый день смотреть, я буду отмечать в таблице. Вы знаете, у нас есть таблица, где я отмечаю тех девочек, кто мне какое-то домашнее задание сдал. Вот буду потихоньку скидывать вам результаты наши. В воскресенье тоже обязательно скину нашу последнюю табличку, что же там получилось у нас в итоге. Кто довязал, кто не довязал, кто у нас отличник, кто у нас там где-то немножко не отличник, четверошник, хорошист. Вот. Ну, а эфир заканчивается. Встретимся с вами, не знаю, я буду, наверное, на следующей неделе постараюсь где-то подключиться. Очень интересно провести эфир в другом месте совершенно. Я, наверное, предупрежу, а может и нет. В общем, иногда заходите, так смотрите, в эфире я или нет.
На следующей неделе, может быть, постараюсь выйти. Может быть, вам что-то интересное покажу, где я нахожусь. Если будет у меня возможность, буду выходить в эфиры. Мне самой это интересно. На следующей неделе. Ну, а вообще, в начале августа уже возобновим наши эфиры в 21:00 по Москве каждый день. Сейчас я почитаю. Сашуль, какой твит посоветовать можешь? Турция может есть, так сказать, недорогой вариант. Женя, вот такой же есть твит. Alize Carton Gold, и как-то он там, как-то твит, он так и называется. Точно такая же ниточка, только твидовая. У меня мама вязала из нее кардиган, кофту. Ну вот точно такая же, только с вкраплениями. Можешь посмотреть. Саша, посмотри меня ВКонтакте. Ой, Катя, посмотрю, я сегодня ВКонтакт не заходила еще. Кардиган, это с пуговицами. Кардиган без застежки, кофта с застежкой. Всем добра, будем скучать, отдохните хорошо, хорошего отдыха, хорошо вам отдохнуть, хорошего отдыха. Эфир крутой сегодня, эмоциональный, Оля, у меня тоже такие ощущения. Хорошего отдыха, всего доброго, спасибо, вы невероятное чудо, желаю вам великолепного, хорошего отдыха, спасибо. Хорошо отдохнуть и вернуться, приятного отдыха, ой-ой-ой, хорошо отдохнуть, спасибо, девочки, всего-всего вам самого хорошего. Саша, супер отдыха тебе, ждем обратно к кардигану. Да, я очень тоже хочу обратно приехать, и чтобы были эмоции, и чтобы, ну, в общем, знаете, вдохновленная не только вами после интенсива, но и отдыхом вдохновленная. Приеду и буду вас там удивлять чем-нибудь еще интересно, может, что-то придумаю новое. Все, спасибо вам большое, ровно час мы с вами. Приеду через 2 недельки. Билеты у меня есть. Назад я поеду на автобусе. С автобусом я уже договорилась. Место мне уже там приготовили. То есть, ну, как бы тут уже точно, там я не останусь, вернусь 100%. Ну все, счастливо, пока всем. Спасибо, что были со мной. Спасибо тем, кто участвует в интенсиве. И спасибо тем, кто вяжет вот на ютубе, не участвуя в интенсиве, потому что это тоже все для вас. Кто еще не вязал, присоединяйтесь, вяжите. Все записи будут бесконечно лежать на ютубе, на моем канале. И можете пользоваться в любое время. Девочки, вы можете второе платье связать, какое-нибудь уже другое. Замечательной погоды, отличного настроения и море положительной энергии. Спасибо, Оля, большое. Тепла и радости. Будем скучать. Спасибо. Да, кстати, вот про хорошую погоду я что-то не подумала. Надо прогноз посмотреть, что там за погода. Ну все, пока. Спасибо вам всем. Еще быстро расскажу. Сегодня приехал ко мне рюкзачок. Я купила рюкзачок. Это, наверное, первый рюкзачок в моей жизни, с которым я поеду туда. В общем, сегодня пыталась с ним ходить, как-то мне немножко неудобно. Я все-таки люблю больше сумочки маленькие. Ну, буду с рюкзачком, ничего страшного. Так что я уже вот прям вот уже все на чемоданах сижу и скоро поеду. Все, пока. Всем спасибо, что были со мной. Отключаюсь.